Всем привет! Это начало августовского кружевного влога, и перед вами вот такой вот экран необычный. Давайте начнем с экспериментального формата. Я сознаюсь, что честно подсмотрела его у вышивальщиц и решила, что так как у меня очень много всяких хотелок, чтобы я хотела сплести, попробовать там доплести, в том числе какие-то уже долгострои и т.д. и т.п., то я просто создала рулетку, в которой всего 31 значение, 31 вариант. И все эти варианты сложила в папочку, вот в такую вот папочку, где у меня тут либо фото, либо уже готовые схемы изделий, которые я хотела бы сплести. Сразу скажу, здесь много всего новенького, много сережек, потому что я хочу себя как-то мотивировать, так скажем, плести больше сережек, пробовать плести больше сережек. Здесь много снежинок, все-таки зима близко, и надо бы по-хорошему по чуть-чуть отплетать снежинки. Вот, и здесь, конечно же, есть мои текущие процессы, в том числе вот моя любимая салфетка белая, в том числе мои некоторые там чокеры, про которые я уже давным-давно забыла, и т.д. и т.п. Вот, не знаю, много это или мало, 31 вариант, выглядит как нормально. Я не буду ставить себе никаких условностей, типа там крутить рулетку каждый день. Ну, потому что, объективно говоря, мне кажется сомнительным идея, что я смогу делать хотя бы одно какое-то изделие в день вообще. Наверное, я буду крутить рулетку совершенно рандомно, в том плане, что вот захотелось мне сегодня что-то поплести, но мне в голову ничего не приходит, что я хочу поплести. Вот чтобы не терять времени, я буду крутить рулетку. Например, на завтра я могу покрутить рулетку, а могу не крутить рулетку и, например, просто продолжить то, что делала вчера. В общем, надеюсь, что я понятно объяснила. Вот. Пока на сегодня, даже не знаю, может уже покрутить что-нибудь и уже быть готовой на самом деле. Ну, а почему бы нет? Давайте на сегодня мы покрутим рулетку. Я еще ее крутила в тестовом формате, поэтому это не считается. Да? Давайте вот с вами первый раз крутанем рулетку. Побеждает номер 5. Ну и давайте посмотрим, что у меня там под номером 5. Номер 5. Так, а есть что-нибудь под номером 5? А у меня ничего нет под номером 5. Слушайте, это фиаско. Надо что-то добавить. Тем временем хочу вам показать еще один завершенный ряд у салфетки. Наконец-то такая красота получается. Я ее немножко постирала, чуть-чуть отпарила. И вот такая вот получается салфеточка. Уже даже по диаметру больше, чем моя ладонь. Получается, нам осталось сплести с вами, что там, порядка еще 7, наверное, рядов, если я правильно помню. Но это не точно. Я думаю, что, конечно, сейчас в связи с моим экспериментом рулеткой скорость плетения салфетки сильно упадет. Но, тем не менее, с ней я никуда не тороплюсь. От нее получаю удовольствие. Ну, посмотрите, какая она ажурная получается. Какая классная. Просто невероятно. Ей даже вот то, что она из полиэстера, это ее нисколько не портит. Это ей даже идет. Ну что, я возвращаюсь к вам после небольшого факапа. Действительно, казалось, что я несколько фотографий не добавила в папку, где они у меня пронумерованы. То есть, грубо говоря, у меня на рулетке получилось число 31, а в папке фотографий, например, 29. Вот, я теперь все перепроверила, все сделала как надо и добавила еще один пункт. Это продолжить любой процесс. То есть любой процесс на свое усмотрение, который у меня именно
который нужно продолжить, в общем, который не закончен. Ну что, давайте на сегодня, я опять забыла посмотреть, сегодня 5 августа, давайте с вами что-нибудь выберем. 20-й. Так, и что у нас 20-е? Давайте посмотрим. О, это снежинка. Вот такая красивая снежинка. Ну, мне кажется, это здорово. Если я правильно помню, я такое уже плела. Только вообще не помню из чего, какую. Но, в принципе, я рада, что выпала снежинка. Это круто. Я что-то с таким энтузиазмом взялась за снежинку, что вам даже ничего не сняла. Значит, начала я плести снежинку из белых металлизированных ниток. Тут сейчас плохо видно, но они очень красиво переливаются розовым и голубым. Очень красивая, она такая получается немножко пухленькая, но при этом будет достаточно миниатюрная. Мне нравится, как выглядит. Вам почему-то камера передает больше, знаете, какого-то голубого цвета. Почему, я вообще даже не знаю. Как бы вам так сделать, чтобы лучше передалось? Действительный цвет передался. Вот честно не могу сказать. Будем надеяться, что когда я уже сплету и сделаю снимок окончательный результата, то там смогу передать вам цвет. Но пока мне нравится, плетется легко. Я сейчас слушаю книжку женщины Лазаря, Марины Степновой. И вообще что-то под нее так летит. Прям замечательно. Наконец-то вспомнила, что, боже, что у меня с цветом. Просто рука какого-то ошпаренного цвета. В общем, смотрите, надо показать вам снежинку, которую я сплела по рулетке. Наверное, давайте вот так уберу, поднесу к окну. Посмотрите, как красиво. Очень она получилась миниатюрненькая, красивенькая, правда, как снежиночка. Очень здорово. Схема понравилась. Смотрите, как блестит. Схема несложная, легкая, доступна даже начинающим. Кому интересно посмотреть на эту схему, она у меня есть в группе в Телеграме. Там я ее публиковала, она из открытых источников. Ну, отлично, мне очень нравится. Ну что, сегодня уже 6 августа. Со снежинкой разобралась, вам уже нужно было показать результат. Давайте с вами еще раз крутанем рулетку. Я добавила побольше вариантов продолжения процесса, чтобы вероятность была повыше. Так, ну погнали. 28. Давайте посмотрим. 28. О, это схема из книги. Вообще, это кулон, кажется, там делали. И это один из шагов кулона. Там еще что-то у него доделывали. Но мне понравилась форма вот эта. И я решила попробовать сделать, может быть, что-то просто типа сережек. В общем, для начала просто сплести вот такую вот штучку. Сейчас я найду описание в книге. И сегодня буду пытаться. Нашла вот он сам журнал. Или это книга, не знаю, но в любом случае у меня она в PDF формате. Да. Здесь она в формате кулона, в формате сережек. Инструкция есть. Вот я хочу сделать не все, а вот только вот до этого момента. А дальше, видите, тут еще все обшивается. Как-то так. Мне интересно вот это попробовать сделать. Я не знаю, это будет какое-то изделие, я буду пытаться сделать или что. Пока хочу просто образец попробовать понять, прикинуть по материалам, что как. В общем, посмотрим, получится или нет, не знаю. Всем привет! Так, помните, что мне попалось в прошлой рулетке?
такой небольшой 3D элемент. Я вот начала его делать. В общем, тут у меня разные варианты, из разных ниток пробовала. Где-то что-то просто оборвалось, где-то я на половине прекращала делать, потому что мне не нравилось сочетание. Вот. Тут даже пробовала делать калайсы, но не доделала, не помню почему, если честно. Я вспомнила. По схеме, вот, по схеме у нас вот там идет дуга, соединение и продолжается дуга. Я решила, что надо попробовать сделать одну непрерывную дугу, так как мне вроде бы нет смысла присоединить, потому что я же дальше не собираюсь наращивать элемент. И решила сплести новый элемент с дугой непрерывной. Вот, собственно, он у меня получился. Вроде бы неплохо, но есть вопросики. Есть вопросики к дугам. Опять же, вот особенно вот к этим двум, вот к этому кольцу. Как-то оно так встало некрасиво. Ну, в общем, получается прикольно. Даже такие, знаете, такие миленькие маленькие сережечки получаются. Они, правда, получаются маленькие. Это примерно 1,5 на 1,5 сантиметра. Но вот как-то надо немножко доработать, и будет вообще здорово. Можно будет сделать пусеты. Думаю пока, как бы это сделать. Не знаю, буду ли я продолжать именно эту схему дальше доделывать. Наверное, да, все-таки мне хочется ее добить, попробовать, чтобы получилось хорошо. Единственное, что жалковато, конечно, ниток. Сочетание очень крутое получается, но это нитки Калайсы в 3 нити, оттенок 17 и 57. Очень красивые. Но, конечно, когда плетешь калайсом, как-то жалко, когда что-то не получается, потому что ниточка не дешевая. А еще мне нравится сочетание цвета ниток и вот этого бисера. Бисер это гамма. Какой оттенок, я не знаю. Но бисер очень красивый. Прям супер. Я уже хотела крутить еще раз рулетку, но думаю, сейчас пойду позанимаюсь делами. Если время останется, я попробую еще сделать такой элементик с учетом уже ошибок. Опять же, попробовать. Еще в чем минус калайса в 3 нити, он рвется. Посильнее затягиваешь, и он рвется, поэтому нужно быть крайне осторожным. Всем привет! Сегодня 8 августа, и давайте с вами еще раз крутанем рулеточку нашу. Она у меня разрослась до каких-то просто неимоверных размеров. Я добавила сюда еще варианты продолжить процесс и добавила еще сюда пару идей, которые бы я, наверное, хотела все-таки воплотить в жизнь, если уж не сегодня, то как какое-нибудь ближайшее время. И ко всему прочему, некоторые варианты, которые я пробовала уже, которые мне выпадали в рулетке, я их заменила на другие. Вот, потому что какие-то моменты я попробовала отплести, мне не очень понравилось, я поняла, что эта идея такая себе, мне она не заходит, и просто заменила на другую идею. Так, в общем, давайте покрутим. 22. Что же это такое, интересно? Так. 22. Ох, это браслет. Или чокер, я не помню. Очень красивый, интересный. Авторство. Слушайте, я сейчас найду схему, потому что автор снимала видео. Она обычно плетет иглой, но вот этот узор она плела челноками, и есть у нее прям мастер-класс в открытом доступе. Вот, очень красиво, хочется попробовать что-нибудь такое сплести. Сейчас все найду и вам покажу. Всем привет! Сегодня уже... А какое сегодня число? Я не посмотрела. Я не знаю. Я знаю, что сегодня понедельник. Понедельник 11 августа. Уже 11 августа. Время летит. Лето летит. Невероятно. Ну ладно, мы не будем об этом переживать. Я хочу вам показать свою салфеточку. Дело в том, что в прошлых включениях я вам рассказывала про рулетку.
Да, рулеткой я пользуюсь активно. Сейчас у меня там есть процесс, который мне выпал по рулетке, который я пытаюсь сплести, доплести. Собираю все возможные и невозможные шишки, плету очень медленно, но пока не сдаюсь. Пока сдаваться не планирую. И вот у меня возникла необходимость выбрать себе небольшой дорожный процесс. И что я выбрала правильно? Я выбрала салфетку. Такой небольшой дорожный процессик. Ну, на самом деле, потому что салфетка достаточно удобна в дороге, она уже мной проверена как дорожный процесс. И куда-то ее с собой брать удобно, легко, потому что ты вот начал плести, и ты долго плетешь, примерно одно и то же. Что-то у меня не фокусируется. Давайте вот так сделаем. Вот. Фокусировка пошла. Хорошо. Итак, я начала плести 7-й ряд салфетки. Сейчас я вам покажу, что это за ряд на схеме. Итак, видим схему. Да, видим. И вот это вот ряд 7-й. Вот он. Ряд несложный. Вот я только начала его плести. Ряд несложный. Естественно, у меня сразу ничего не получилось с первых там узелочков. Я, как всегда, начала плести и начала просто 650 раз ошибаться, спотыкаться. Я не знаю, сколько раз я начинала вот это самое первое колечко. Ну, у меня уже есть своя некоторая примета. Если я много раз в начале какого-то изделия ошибаюсь, много раз переделываю, значит, дальше все пойдет как по маслу. Значит, изделие у меня получится. Вот. Если у вас есть какие-то свои приметы рукодельные, то да и вообще вот свои какие-то приметы, да, не общеизвестные, напишите, очень интересно почитать. Ну, ладно, про примету поговорили. Ну, вот начала наконец-то с горем пополам. Да, идет хорошо, но, конечно, представляете, насколько это будет долго. Все вот это оплести вот этим рядом, а потом еще точно такой же ряд сделать. И второй ряд будет плестись чуть сложнее, потому что здесь же нужно будет вот здесь, вот везде сделать присоединение. И мне кажется, это будет непросто. Это будет непросто, но я как бы пока не переживаю, еще пока рано переживать, этот ряд только начался. Ну что, я дальше от салфетки кайфую, я ее когда вижу, просто со мной что-то невероятное происходит, так она мне нравится, такая она красивая, такая она классная. Единственное, что у меня вот здесь плохо отстирался вот эта вот снежиночка, вот конкретно вот она, вот эта снежинка плохо отстиралась, она какая-то у меня серая получилась. А, нет, вот это, вру, вот это серая. И я переживаю, что как бы получится ли у меня в дальнейшем ее вообще отстирать. Но я думаю, что получится, просто сейчас я бы не сказала, что когда я стираю, я какие-то слишком большие усилия прилагаю, потому что все-таки я скорее больше споласкиваю. Вот. А вот когда она будет уже окончательно готова, я думаю, что я хорошенько ее прям постираю, замочу, постираю, возможно, с кондиционером, высушу. Ну, слушайте, я вам так говорю, когда она будет готова. Мне еще, я сейчас на начале 7-го ряда, а у нас тут вообще-то этих рядов 18. То есть вы понимаете, да, сколько мне еще плести? Дай бог, что я сплела ее в этом году. И то не факт, и то не факт. Ну, в общем, такие вот короткие какие-то заметочки. Так что салфетка плетется, мне нравится, все здорово, великолепно. Ну вот как-то так. Всем привет! Доплела свой браслетик, который выпал мне в рулетке по схеме от Анастасии Hobby Point. Вроде мне нравится, и одновременно мне не нравится. Я не могу понять, в чем дело, что меня смущает, но что-то меня явно смущает. Хотя вроде бы так, как бы даже симпатично. Может быть, в других нитках попробовать. Может быть, надо не металлик, а обычные нитки, чтобы вот было видно всю красоту вот этого узора. Может, надо добавить, не знаю, бусины, бисерины.
В общем, я уже в некоторых моментах себе отметила, как эту схему можно изменить конкретно под себя. Думаю, если она мне еще раз в рулетке выпадет, я уже буду делать измененную, наверное. А вот приделала быстренько застежку, чтобы показать вам, как оно вот именно выглядит на руке. Ну вот знаете, не могу ничего сказать конкретного. Вроде симпатично, но вроде бы меня что-то смущает. Не знаю, напишите, как вам. Ну, мне кажется, доделка этому браслету точно требуется. Какая, пока непонятно. Но доделка нужна. Так, сегодня у нас 12 августа. Давайте крутанем рулетку. Побеждает процесс номер 6. Сейчас мы с вами посмотрим, что это. О, слушайте, да, круто. Это мой начатый процесс. Сейчас у меня его здесь, мне кажется, нет. Но я его сейчас достану и все вам покажу. Так, вот он мой процесс. Начатый, но еще ему до окончания очень-очень долго. Сейчас найду все материалы, весь бисер, схему и продолжу. Получается очень красиво. Сочетание симпатичное темно-синих ниточек и сейчас пытаюсь сфокусировать темно-синих ниточек и переливчатого такого темного бисера. Здорово получается. Это нитки сафира, 40-ка, но, к сожалению, оттенок не помню. Нужно будет посмотреть. Всем привет. Вчера я вам показывала, что мне по рулетке выпало вот это изделие, типа что-то типа колье, наверное, будет. Я так думаю, ну, плетется очень приятно, получается красиво, графично, минималистично и необычно. Не знаю, что еще в рифму придумать. Ну, примерно сплела я, наверное, удлинила, так скажем, в 2 раза, да, то, что было вчера. Мне нравится, все отлично, но сейчас я бы хотела, наверное, еще раз покрутить рулетку. Хочется чего-то нового. Я с какой-то просто невероятной, как бы это сказать, с невероятным каким-то рвением добавляю в рулетку все новые и новые номера, а старые-то я практически не убираю. У меня рулетка разрослась уже до 38 пунктов. Вот как-то так. Ну, давайте покрутим. Так, мы с вами видим рулетку. Давайте посмотрим, что она мне сегодня даст, преподаст. Номер 4 побеждает. Ну-ка. О, это снежинка. Круто, круто. Будем плести снежинку вот такую. Что-то я не помню, мы вроде такую еще не плели. Ну, здорово, великолепно. Найду сейчас какие-нибудь нитки, подумаю, как вообще ее плести, в общем, какие-то моменты, и снова к вам подключусь. В общем, пока собиралась снять для вас видео, где я показываю материал, из которого буду делать, я сплела эту снежинку. Не без ошибок, конечно, нитки закончились везде, где могли заканчиваться, нитки рвались. Не могу сказать, что я довольна результатом на 250%, ну, процентов на 80, наверное, довольна. Получается красиво. Ниточка тоже та же самая, из которой я плела предыдущую снежинку. Где-то в предыдущем включении можете увидеть. Это переливающаяся ниточка. Очень красиво. Делала без пико, хотя в схеме они предусмотрены, но я вот что-то не хочу. Мне кажется, и так выглядит здорово. Но великолепие. Очень здорово. Ну что, давайте крутанем еще раз. Продолжить любой процесс отлично. Я думаю, что я буду продолжать плести свою салфетку. Очень давно я с ней не контактировала, несколько дней не плела, а на самом деле очень хочется. Всем доброе утро. У нас, правда, сегодня прекрасное солнечное утро. День обещает быть погожим и даже, наверное, жарковатым. Я сижу, пью кофе. Смотрите, какая у меня красивая кружка.
с морем, с таким неспокойным морем, с горами. Прям Новороссийск вылитый. Но я вообще подключилась не чтобы вам кружку показать, а чтобы показать вам, что я сейчас плету. Я сейчас плету вот такую вот снежиночку, которая выпала мне в рулетке, которую я вам не показала. Снежинка вот такая сама по себе, красивая. Уже осталось совсем чуть-чуть плести. И так, сейчас я уберу схему. И дело в том, что у меня вот это все последняя нитка, вот эта хамелеонистая белая, которая ни в какую вам не передается. Все, что на челноках осталось, и считайте, нитка у меня закончилась. Я все смотала. Обожаю, когда заканчиваются нитки. Это, конечно, немножко грустно, но радости я испытываю больше, чем грусти. То есть, значит, какие-то процессы плетутся, дело идет, нитки заканчиваются. Кстати, смотрите, какое я внесла изменение. Я вот здесь сделала пико, а в схеме у нас вот здесь вот это, я так подозреваю, все-таки кольца на дуге, наверное, да? Или есть еще один прием, ложное кольцо, или как-то так, вот не помню, как называется. Но мне не очень нравится, как это выглядит, и поэтому я решила заменить пикошками. Не знаю, насколько мой вариант лучше или хуже, не могу сказать, что он идеален, как будто бы немножко куца смотрятся эти пикошки. Ну ладно, что сделано, то сделано. Снежинка получается красивая, плетется она в 3 ряда достаточно быстро. Ну, неплохая такая снежиночка. Вот осталось буквально мне сделать еще, наверное, еще 2 сектора вот таких вот сегмента. Вот, так что всем еще раз желаю прекрасного утра, дня, вечера, где вы там, когда вы смотрите это видео. Ну и пойду дальше плести. Всем еще раз привет. Это у меня вечернее включение. Я сегодня вам утром показывала вот эту снежинку. Еще не закончена. Сейчас я вам показываю законченную. Ну, посмотрите, какая красота получилась. Она еще не отпаренная, совсем не отпаренная, но уже выглядит неплохо. И мне кажется, кстати, в готовом варианте пикошки выглядят неплохо в том числе. Получается достаточно мягонькая такая снежиночка, ну норм. Мне кажется, если еще отпарить, она форму будет держать получше. Замечательно. Все, нитка закончилась вот эта вот у меня. С одной стороны, мне грустно, потому что она идеально подходит снежинкам. Они, правда, получаются такие, знаете, как будто бы снег. Они будут так сверкать на елке. С другой стороны, нитка закончилась. Это очень здорово и круто. Ну, в крайнем случае, снежинки буду делать из серебра. Также снежинки можно делать вообще из любого цвета. Мы как бы не ограничены. Да, мы ограничены только своей фантазией на самом деле. В крайнем случае, ну, закажу какой-нибудь еще подобный цвет. Может быть, точно такой же. Может быть, в закупках какой-нибудь CS закажу подобный. Именно вот под новогодние украшения. В общем, здорово, великолепно, мне очень нравится. Ну а теперь я предлагаю вам посмотреть на мою рулетку, потому что я в нее добавила еще разных вариантов. У меня она просто разрастается до каких-то невероятных размеров. Если вы сейчас можете видеть, то у меня уже 49 пунктов в рулетке. Просто невероятно. Какова вероятность, что мне выпадет именно то, что я хочу? На самом деле я хочу практически все, наверное. Я вообще не стесняюсь добавлять новые пункты. Я сегодня добавила еще. Ну, потому что, ну, правда, почти все, что у меня здесь выпадет, я буду, наверное, всему рада. Вот. Да, всему рада. В принципе, то, что мне уже не интересно, я это удаляю из рулетки вообще без каких-либо, так скажем, волнений. Да, и если вы заметили, я добавила еще пункт, который называется любые серьги. То есть любые сережки, какие я хочу, либо какие мне интересны. Есть они в рулетке, нет их в рулетке, неважно. Любые серьги я могу сплести. Вот. Опять же, я себя тут не ограничиваю никак. Захочу, сплету пару. Не захочу, не сплету пару. В общем, не важно. Ну, давайте покрутим. Побеждает номер 6. Давайте посмотрим. 5О.
Ой, слушайте, ну здорово, великолепно. Мы опять с вами продолжим вот этот процесс. Я его сейчас даже достану. Вот он, пожалуйста. Процесс из нитки сафира, сороковки. Очень красиво. Недавно он выпадал. Я не помню, наверное, мне кажется, он тоже выпадал как шестерка, а не как продолжить любой процесс. В общем, я рада, потому что он потихонечку, полигонечку плетется. Плетется несложно, но достаточно однообразно. Хотя, блин, это фриволите или фриволит, и оно все плетется достаточно однообразно. Ну, тут вот вы сами понимаете. В общем, мне нравится. Сегодня вот вечером буду заниматься именно им. На какое-то количество продвину. Хотя я понимаю, что вам сейчас как будто бы вот эти продвижения вообще не видны. Может быть, вот так вот показать. Смотрите, сейчас примерно, не разгибая, у нас получается, ну, около 10 сантиметров. Около 10 сантиметров. Плести и плести еще на самом деле, но получается красиво, очень так лаконично. Ну, буду плести. Что, села я, значит, плести, такая довольная. Я даже решила, что буду вести некоторую статистику для себя, ну и вам расскажу, может, интересно, сколько я за вечер сплету узелочков. Здесь посчитать это достаточно легко. Я такая начала, и вот уже поняла, что я тут наделала ошибок, поэтому сейчас вот всю вот эту вот часть кольца буду распускать. Я забыла сдвинуть на ниточку 2 бисеринки, чтобы они вот здесь у меня были на пикошке. Эх, вот почему, когда делаешь кружево, плетешь вот такое вот, нужно внимательно смотреть глазами, а не какими-то другими местами. Так что как-то так. Всем привет. Итак, за вчера что мне удалось сплести? Я в итоге сплела, давайте возьму крючок. Я в итоге сплела 8 вот таких вот частей, наверное, да, 2, 4, 6, 8, то есть вот столько я сплела вчера, и я посчитала, что это у меня 464 узелочка. Ну, это было интересно, конечно, считать, но больше я такой, наверное, деятельностью заниматься не буду, потому что это все-таки не очень удобно. Вот, ну, зато можно посчитать, сколько всего, например, узелочков получится в этом изделии, просто ради интереса. Ну, будет достаточно много тысяч. Вот. Сегодня я пойду крутить рулетку уже и посмотрим, что мне там выпадет. Даже вам смотреть, что получится, вы уже знаете, что получится. Побеждает нам что такое? Мне кажется, у меня и 5-й номер уже был. Буквально это вот оно. А, нет, 5-й номер это снежинка был, 6-й. Правильно, 5-й. Ну вот, новая снежинка. Вот это окей. Вот ее давайте будем сегодня плести. Смотрите, я сегодня забрала посылочку с Китая, с Алиэкспресса. Это вот такие вот сеточки для кистей. А забрала я их, чтобы сделать вот так. Сейчас покажу. Смотрите, как здорово. Теперь у меня все нитки будут вот так, в такую сеточку одеты, точнее. Ниточку я туда уберу внутрь, и все. Нитка не будет не распускаться, ничего с ней страшного происходить не будет. В принципе, маленькие вот такие сеточки, видите, можно растянуть на большую бобину. На бобину большего размера я еще не пробовала. Сейчас как раз займусь тем, что, наверное, буду все нитки пытаться засунуть вот такие сеточки. Посмотрите, все свои нитки, у которых не было каких-то фиксирующих приспособлений, я упаковала вот в такие сеточки. Приятно, что даже вот на огромной катушке сеточки с треском, так скажем, но налезли. Это здорово, вот даже на сафиру. Да, все замечательно. Вот на таких держит, конечно, похуже, потому что это маленькие катушечки. Я разрезала одну сеточку, получилось 2 такие маленькие, но неплохо. Я считаю, замечательно. У меня даже вот еще остались сетки. Видимо, надо еще покупать ниток. Всем привет!
Сегодня уже 21 августа. Я нахожусь в шоке от того, что так быстро проходит лето. Чем меньше дней остается, тем быстрее они пролетают. Но сегодня не об этом. Помните, я крутила рулетку. Конечно, вы помните. Конечно, вы помните. Я крутила рулетку, и мне выпала там очередная снежинка. И вот прошло уже несколько дней, я снежинку-то сплела, но вам так и не показала. Смотрите, какая красотулька получилась. Я ее еще не отпаривала, не гладила. Такая вот красивущая, миниатюрненькая снежиночка получилась. Я плела ее из уже нитки, ставшей традиционной для моих снежинок. Это Sunbest серебро в 4 нити. Выглядит здорово, празднично, прям такое серебро-серебро, снежинки-снежинки. Вообще здорово. И они, кстати, форму держат неплохо. Если еще и отпарить, она вообще как новогодняя игрушка будет выглядеть очень здорово и круто. Но это еще не все, чем я занималась. Так как у меня сейчас под рукой этого нет, я вам, наверное, вставлю фото. Я сплела себе чокер и сережки. Вставлю вам фото или короткое видео. Вы наверняка уже это все видели у меня в группе в Телеграме, поэтому если там еще не подписаны, а вам интересно, заходите, подписывайтесь. Там вообще достаточно, мне кажется, часто я там появляюсь. Вот. Так, еще хотела вам показать свою салфетку многострадальную. Не обращайте внимания, она немножко замызганная, ну, потому что все-таки белый цвет, я его каждый день. Вот как спойлеры пошли. В общем, я стараюсь плести регулярно. И, конечно же, замызгивается, несмотря на то, что и руки мою, и все такое. Ну, ладно. Смотрите, я решила волевым усилием воли, в общем, неважно, большим волевым усилием, одним большим волевым усилием я решила, что нужно брать эту салфетку активнее в работу. И несмотря на то, что выпадает она мне в рулетке, не выпадает она мне в рулетке, каждый день немножечко ее плести. Идеально, если за один подход, за день, мне минимально сплести вот такой вот один небольшой элемент. Вот его один — это минимум. Если получится 2, 3, 4, там, 10, 20, это будет замечательно. Таким образом, да, по чуть-чуть, но она будет двигаться. Это лучше, пусть она лучше двигается по чуть-чуть каждый день, чем она будет лежать в забытие, и потом просто я ее там, там раз, не знаю, в 2 недели продвину на 4, например, элемента. Нет, надо потихоньку двигать, потому что если я не буду этого делать, есть вероятность, что я никогда эту салфетку не доплету, несмотря на то, что она мне очень нравится, потому что она все-таки очень объемная. Ряды становятся все объемнее, они становятся все продолжительнее и больше. И как бы времени она занимает достаточно много на плетение. А с учетом того, что у меня рулетка сейчас разрослась до каких-то невероятных размеров, ну, правда, там сейчас 47 пунктов. 47 пунктов. Да, там есть тоже салфетка, но какова вероятность, что мне она попадется? Ну, очень мала эта вероятность. Поэтому салфетку надо брать, ее надо делать. Тем более один такой элемент плетется на самом деле не сильно долго. Можно выделить, там, я не знаю, 15-20 минут, сплести один хотя бы элемент и с чувством выполненного долга уже заниматься другими делами. Вот, какие-то такие у меня были новости. Еще хотела показать вам свою небольшую покупочку. Да, какое-то время не снимала, и оказалось, что накопилось. Смотрите, я купила рамочку. Я вам покажу уже вот такой вариант. Купила на Озоне комплект из 2 рамочек под покраску. Они такого цвета были, ну, обычно, вы знаете, как коричневого, как какой-то ДСП или что-то такое. Не знаю, в общем, вот этот материал обычный коричневый. Ну, вот такого, кстати, вот. Фанера это, наверное, да?
Я не знаю, ну, в общем, вот вы видите. Вот такие вот рамочки. Размеры не подскажу, они есть все в карточке товара. Гуглится эти рамочки очень просто. И они были со стеклом, какое-то оргстекло, я все убрала и самостоятельно ее покрасила в белый цвет, вот, на котором видно все видно, в общем, на котором. И я решила, что эта рамочка у меня будет для фото. Просто чтобы вот сюда класть, например, какие-то изделия, и уже будет такой красивый белый фон. Потому что я посмотрела, сколько стоят всякие штучки для фото, сколько стоит уже готовая рамочка. А так как у меня не было белой краски, но была белая грунтовка в аэрозоле и матовый лак тоже в аэрозоле, я подумала, ну, собственно, мне дешевле заказать рамочку, самой ее покрасить, и все здорово будет, великолепно. Хочу еще сделать черную рамочку, но у меня пока нет никаких ни красок, ничего. Посмотрим. У меня вообще где-то есть акриловые краски, может быть, я ими смогу покрасить. И у меня тогда будет комплект из белой и черной, и будет замечательно. В общем, очень рада этому приобретению. Ну, наверное, на этот момент пока все. Пойду сейчас сделаю часть, необходимую, обязательную часть на салфетке отплету быстренько, и потом уже пойду крутить рулетку. Итак, сегодня у нас 21 августа. Давайте с вами покрутим рулетку. Я тут добавила еще немножко пунктов, поэтому давайте начнем. Ну, 9. Итак, что у нас там 9? Что это? Слушайте, это сережки по схеме Валькирии. У меня одна сережка где-то отплетена. Надо найти. Хочу сплести к ним пару. Готова вам показать вчерашнюю снежинку. Отпарила ее. Смотрите, какая она красивая. Как ей идет этот бисер. Вообще. Я заметила, что бисер у меня почти закончился такой. Это вроде прециоза. Я точно не помню. Наверное, прециоза. Помню, что это был чех. Вот. Он прозрачный с серебристой серединкой. Серебряной. И вот его осталось всего чуть-чуть. Я поняла, что вот этот бисер и вот эта серебряная ниточка, но это союз, созданный на небесах, понимаете? Это так красиво выглядит. Даже когда вот эта серебринка немножко, возможно, стирается из-за того, что нитка серебряная, оно тоже красиво как-то так блестит. В общем, очень мне нравится. Красивая снежинка, просто супер. Вообще замечательно. Хочется еще, на самом деле, таких наделать. Очень здорово выглядит. И давно ведь я вам не показывала. Смотрите, я наконец-то же вчера доделала эти сережки. Сегодня я их отпарила и приделала фурнитуру. И вот такие вот серьги. Нет, неправильно, вот так. Сейчас. Вот так. Боже мой, как сложно. В общем, вот как-то так. Вот такие вот сережки получились. Очень красиво. Они тоненькие, они невесомые. И при этом такие ажурные. Нитка мне понравилась. Я раньше как-то к ней относилась так себе. Она очень тонкая, немножко похожа на проволоку. А вот сейчас я понимаю, что она и форму держит хорошо, и переливается очень деликатно, красиво. Конечно, с этими сережками нужно еще немножко их как будто бы сформировать. Вот дуги меня немножко смущают. Думаю, с этим поработаю. Но уже хотелось на самом деле вам показать результат. А вот это, смотрите, вот это все, да, это все неудачные попытки. Вот уже почти готовая сережка. Где-то какие-то ошибки, где-то какие-то недочеты. Я прям испсиховалась. И у меня, можно сказать, вчера все время, которое у меня было под кружево, оно у меня ушло вот на эти две
сережки. Схема несложная, но вот почему-то мне она очень сложно далась. Вот как-то так. Схема, она есть в открытом доступе. Автора схемы Валькирия. И она у меня, эта схема в телеграм-канале есть. Поэтому проходите, если вам понравилось, плетите и делитесь результатом, что у вас там получилось. Всем привет. Уже почти 3 часа дня. Хотя, казалось, вот только было утро. Но дела. Я успела сегодня отплести обязательную часть салфетки. Вчера я вообще кружево в руки даже не брала. В общем, какой-то был такой загруженный день. Сегодня тоже дела. Но хотя бы салфеточку отплеваем. Давайте рулетку покрутим и посмотрим, что нам выпадет. Может быть, это как-то меня замотивирует быстро бежать и плести. Так. 6-й. Мне кажется, недавно был 6-й. Да, слушайте, ну как недавно? Относительно недавно, но уже пару-тройку раз. Помните, это вот моё чокер-колье. Видимо, рулетка всё-таки хочет очень сильно, чтобы я его доплела. Я думаю, я не буду сопротивляться. Возьму, поплету хотя бы чуть-чуть, по чуть-чуть, понемногу, и мы с вами сплетём это колье красивущее. Всем привет! Сегодня уже 27 августа. Ну что, вчера мне удалось продвинуть вот эту мою кольешку. Ну, продвинула я примерно, ну, вот настолько. Не знаю, это сколько, сантиметров 5, наверное. Вот, пока ее откладываю. И сейчас буду снова крутить рулетку. Почему откладываю? Можно было бы продолжать, но хочется чуть новое начать. И плюс все-таки, судя по тому, сколько у меня в рулетке, заговариваюсь. Судя по тому, сколько у меня в рулетке различных пунктов, там, типа, продолжить старое, не знаю, что-то продолжить, вообще выбрать любое. Плюс есть вот это колье, которое часто выпадает. Я думаю, что я его, ну, может быть, не в этом месяце, но тем не менее закончу. А вокруг еще много всего, что хочется попробовать. Итак, у нас с вами тут рулеточка наша. И давайте ее крутанем. 15 номер. Кажется, не выпадало ничего 15-го. Так, а что это? Ух ты, ничего себе. Слушайте, сейчас надо найти прям этот процесс. Я уже даже забыла про него. Ну вот, наконец-то процесс я нашла, немножко выровняла. Вот это очень красивый чокер. Я его так долго не брала, наверное, несколько месяцев. Мне кажется, вообще в руки не брала, убрала куда подальше. Он мне так нравился, но потом что-то, вот знаете, надоело. Я нашла даже шаблон для пико, потому что вот здесь у меня везде идут, смотрите, пикошки разных размеров. Я надеюсь, что я правильно помню, что я ничего не напутаю. В принципе, уже прилично так сплетено, но для того же чокера плести еще, я думаю, прилично. Посмотрим, насколько меня сегодня хватит. Но, наверное, я все-таки рада, что он мне выпал наконец-то. Потому что, ну, очень долго он лежит. Как будто бы хотя бы по чуть-чуть, понемножку хочется, чтобы продолжалось. Но, вот знаете, он очень приятный на ощупь. Очень приятный, такой мягкий, такой тактильный. Ну, в общем, буду приступать. Всем привет! У нас сегодня 28 августа. Я уже не буду говорить о том, как быстро проходит лето. Ну, в общем, речь не об этом. Речь о том, что вообще как будто бы мне пора сменить вот эту салфеточку. Что-то она у меня вся какая-то некрасивая. Особенно на камеру выглядит некрасиво. Итак, я пришла вообще с, наверное, неутешительной новостью. Сейчас, секундочку. Вот так. Вот, все. Отлично. Я пришла к вам с неутешительной новостью. Помните вот этот вот чокер, который попался мне в рулетке, которого я очень давно не брала. Я его, значит, вчера взяла. И вот так он у меня хорошо пошел. Боже мой, я, наверное, сделала 3 или 4. Вот, наверное, вот столько вот я сделала.
И так он у меня пошел, и так мне все нравится. Я сижу, плету и думаю, почему же я от него отказалась? Это же просто великолепно. Он плетется легко, получается красиво. Ты прям вот кайфуешь, понимаете, ты кайфуешь от процесса. Я доплела один ряд, заправила нитку, все, и начала плести второй ряд. И тут я поняла, что что-то не так. И что-то не так пошло с самого начала. Сейчас я вам объясню, что же не так. Смотрите, по схеме у нас должно быть вот так вот. Видите? Так, где крючочек? Видите, да? У нас вот, в общем, должна быть вот такая петелька, вокруг нее вот такие маленькие колечки должны быть. И это чередуется в рядах. Вот если вы посмотрите по первому ряду, вы увидите, да, где должна быть большая петелька, где должны быть маленькие колечки. И я, значит, сделала вот здесь вот первое колечко. И поняла, что вот эти пикошки, которые в середине, представьте, вот здесь вот это большое кольцо. Давайте вот, понимаю, что вообще вам непонятно объясняю. Сейчас, секундочку. Вот так вот должно быть, да? Вот представьте, вот так он. И я понимаю, что, ну, как бы вот эти пикошки центральные, да, ну, как бы они никуда, они накладываются на кольцо, и выглядит это, ну, не очень прикольно. И я сижу и такая: пу-пу-пу. Что же делать? Потому что, ну, это некрасиво. Хорошо, второй ряд я могу сделать, пробовать вот так, без пикошек вот это. Окей, здесь будет все хорошо, но вот здесь-то сверху останутся эти пикошки. И как мне быть? Я попробовала так сплести пару элементов. Мне совершенно не понравилось. Повторюсь, они выглядели вот так вот, да. Мне совершенно не понравилось. Я что-то так расстроилась. Думаю, ну я же плела такой чокер уже. Плела, и я делала пикошки. В чем дело? Я достала, значит, свои фотографии архивные и посмотрела, в чем дело. А дело в том, что я решила в этом чокере делать пикошки разных размеров. То есть делать декоративные пико и делать как это, соединительное пико разных размеров. Когда я в первый раз плела с пикошками этот чокер, я делала все пико одинаковых размеров. То есть и декоративные, и соединительные были одинаковых размеров, за счет чего, когда я присоединяла второй ряд к пикошкам, да, то есть вот эти соединительные пико, они были длинные, и у меня вот так вот все располагалось и очень органично даже смотрелось. Я надеюсь, все вам видно, а то я тут так вот так вот располагалась, все красиво смотрелось, и никакие пико вот так на кольцо не наезжали, не заезжали, и все было замечательно. То есть я сама себе с самого начала создала достаточно сложную для решения проблему. И мне сейчас кажется даже нерешаемую на самом деле. Я вчера попробовала еще вот поэкспериментировать, как-то вот, видите, какие-то моменты тут поделать. Думаю, ну, может быть, получится у меня как-то что-то сделать с этим. И пока мне, если честно, ничего не нравится. Что получается, и на самом деле я склоняюсь к версии того, чтобы сделать рестарт, потому что, ну, это получается очень красиво. Очень красиво, очень воздушно, великолепно, но что-то я пока не могу придумать никаких вариантов, как бы можно было это исправить. Я думаю, что я, наверное, все-таки начну. Я сделаю рестарт. Посмотрю, кстати, по ниткам. Вообще хватит у меня нет. Но должно, наверное, хватить. Я сделаю рестарт. Вот этот первый ряд я оставлю. Куда-нибудь уберу в шкатулочку. Может быть, когда-то меня посетит какая-нибудь гениальная мысль, идея, и я куда-то его использую. Не знаю, пусть полежит, я подумаю. Начну я точно так же с такими же пикошками. Вот тут вот будут разные у меня пикошечки. Все соединительные и декоративные пико внутри, они будут у меня одного размера. Но это будет рестарт 100%. 100%. Я об этом уже хорошенько подумала. Я успела уже расстроиться немножко и успела успокоиться. В общем, переживать целую гамму эмоций. Поняла, что, ну, как бы
Я эту ошибку допустила с самого начала. Я была недальновидна, не прикинула, как это будет смотреться. Не сплела образец, потому что самонадеянно полагала, что раз я уже плела, то значит все получится точно так же хорошо. И вот получается моё желание делать разные пикошки, подойти к работе более скрупулёзно, оно мне аукнулось, это желание. Ещё раз, это в очередной раз доказывает, что нужно плести образцы. Или если вы не хотите плести образцы, ну вот возьмите, да, вот части отплетённые и приложите, как оно должно выглядеть, первый, второй ряд. Вы, в общем, сэкономите себе время, сэкономите материалы, нервы и прочее, прочее. Ну, в общем, как-то так. Я в рулетке оставлю этот чокер, но это будет новый старт. Вот, как бы мне не хотелось. На самом деле я, наверное, даже не сильно расстраиваюсь. Я вчера уже расстроилась, сегодня я уже спокойна. В принципе, ну, будет у меня урок. Что поделать? Что поделать? Но получится красиво. Поэтому как-то так. А сегодня я буду еще крутить рулетку. Ну что, давайте покрутим рулетку. Посмотрим, что она нам приготовила. Продолжи любой процесс. Интересно. Я подумаю над этим. Я пока не знаю, что бы я хотела продолжить. На самом деле выбор-то небольшой. Что показываю вам вчерашние успехи, так как у меня в рулетке выпало задание продолжить, что хочу, кажется так, то я продолжила и салфетку немножечко вот продолжила. Но я вот даже не знаю, что вам показывать, потому что ну, вот я его плету и плету, этот ряд, ничего не меняется. И, собственно, точно так же вот с этим вот колье. Я его плету, он становится чуть длиннее, но как будто бы для вас-то ничего не меняется. А на самом деле меняется. Но, видимо, тут уже надо показывать просто результат. Поэтому я предлагаю, давайте сейчас еще раз крутанем. Итак, семерочка побеждает. Что же за семерочка? Ой, снежинка, слушайте, круто. Это снежинка, как я понимаю, от Юзовской. Юзовской? Я думаю, Юзовской все-таки кружевница. У нее такие классные схемы, у нее такие классные снежинки. Так что это очень здорово. Я прям очень сильно хочу попробовать. Смотрите, тут прикольно, если я правильно понимаю, в чем еще фишечка, в том, что вот эти дуги, они вот так красиво как будто бы перекрещиваются. Прям вау, здорово. Кайф. Я очень рада на самом деле. Смотрите, я сплела уже первый ряд. Его не отпаривала, только вот сшила, заправила ниточку, немножко его расправила. Да, есть какие-то неровности, но посмотрите, она уже сама по себе вот смотрится как очень здорово, смотрится как полноценная снежинка. То есть вы на основе этой схемы можете вообще сделать, получается, как минимум 2 снежинки. А еще будет второй ряд. Пока мне очень нравится. Выглядит необычно, миниатюрно. Я напомню, что это у меня Sunbest 4 нити серебристые. Я, в принципе, практически все снежинки им делаю. Это у меня единственное серебро в коллекции. Ну, вообще неплохо. Отпарить, выпрямить, может быть, даже бисера добавить, и будет вообще круто смотреться. Всем привет! Ну что, смотрите, снежинка готова. Очень красивая. Мне так она понравилась. И когда сплела второй ряд, я расстроилась, потому что у меня снежинка как-то вся пошла волнами. Но отпаривание помогло. И я, кстати, только примерно на середине второго ряда поняла, что я плету с ошибкой. Смотрите, если мы посмотрим на мою снежинку, на готовую именно снежинку на фотографию, ну, без пико я делала, это не ошибка, да, а посмотрите, вот здесь у нас, вот здесь во втором ряду идет 2 кольца, и я как-то момент упустила, и я сделала только одно кольцо. Но мне на самом деле даже нравится, кажется, получилось достаточно органично, и на самом деле как будто бы эта снежинку вообще не портит, а придает ей
Да я не знаю, что он ей придает. Просто симпатичная снежинка получается на самом деле. Красиво, здорово, мне очень понравилось. Конечно, есть моменты, которые нужно еще по симметрии немножко поправить. Еще попытаюсь это сделать, попытаюсь ее выправить, но, в принципе, вот эта нитка Самбест, она, ну, так скажем, умеет держать форму, заданную в том числе, и все должно будет получиться. Ну, красота. Нравится мне эта снежинка. Повторюсь, что эта схема, она есть в бесплатном доступе. Это схема юзовской кружевницы. Как называется снежинка, я не знаю. Тут не указано. Может, это вот номер 2. Снежинка номер 2. Не знаю. Но плетется просто. Выглядит красиво. Плетется при этом, кстати, очень быстро. Очень мне понравилось. Теперь давайте посмотрим, что у нас выпадет сегодня. Опять продолжить любой, ну, видимо, опять будем с вами продолжать салфетку и мою колье чокер, потому что, ну, у меня больше нет начатых процессов, поэтому будем продолжать их. Да, что-то разнообразием нас рулетка вообще не балует. Всем привет! Сегодня у нас последний день августа, последний день лета. И последнее включение в этом влоге августовском получается, что так. Что хочу сказать, как ни старалась я закончить и показать вам финиш вот этого колье в августе, у меня, к сожалению, этого сделать не получится, поэтому будете смотреть уже финиш в сентябре. Конечно же, вы в первую очередь увидите в моем телеграме. Финиш салфетки вы, конечно же, не увидите ни в сентябре, ни в октябре, но финиш ряда, я думаю, в сентябре все-таки ждать стоит, осталось немного. Так что этот влог, этот месяц мы заканчиваем с небольшим багажом снежиночек, это еще не все, с новыми сережками, с почти доделанным колье и продвинутой салфеткой. Напишите обязательно, понравилась ли вам идея с рулеткой, стоит ли продолжать. Может быть, вы вдохновились тоже что-то из рулетки сплести. Ну, а я на этом заканчиваю. Большое спасибо за просмотр и всем пока.